Уважаемый господин председатель, ваше превосходительство, дамы и господа, мне и моим коллегам выпала честь создания Всемирного университета, чтобы сделать эффективный вклад в достижение целей развития тысячелетия и подготовить мировое сообщество к процессу глобального управления и проведения глобальной политики. Глобализация неумолимо пришла в наш мир. Она оплодотворила наше сознание и ментальность, покрыла мегаполисы и провинциальные центры. Ее признаки появились в деревнях, вторглись в каждый дом, участвуют в судьбе каждого человека. Она предопределила жизнь последующих поколений и диктует правительствам свои условия. Она пришла невидимо, как радиация, и теперь галопом движется по планете. Глобализация делает нас либо своими жертвами, либо наездниками, оседлавшими ее. Ее трудно и не нужно останавливать. Она объективно, логично, неотвратима. Ее нужно принять или стать ее рабом. Я сторонник положительного восприятия, приветственного подхода и активного сотрудничества с глобальными процессами. Уверен, что нужно занять попутную, а не заградительную позицию в этом. Необходимо своевременно войти в поезд под названием глобализация. Многие страны и народы до конца не осознали этой необходимости и пребывают в иллюзии, что глобализация их не коснется, что от нее можно отгородиться, зашторившись в комфортной нише с привычным и освоенным объемом достатка. Но благополучие может уйти из-под фундамента любой, даже богатой страны, если она состоится в своем консервативном благоденствии, расходуя накопление предыдущей фазы своего развития. Такое миропонимание безрассудно к грядущим процессам, с которыми в одиночку не справится ни одна отдельно взятая страна мира. Нужно готовиться в режиме форсажа. Лучшим тренажером для этого является наше с вами образование, но не то, которым мы пользовались в прошлом веке, а принципиально новое, основанное на новых ментальных установках и новейших технологиях внедрения и распространения знаний. Классно-урочная форма обучения исчерпала свои ресурсы в наш информационный век. Как платоновская система индивидуального обучения 2-3 учеников во время прогулки по саду, а старая система образования отстала от жизни, создав растущую цифровую пропасть и почти миллиард абсолютно безграмотных, не умеющих читать и писать людей. При этом остальная, почти 5-миллиардная цивилизация также отстает от необходимых современных знаний. Усугубляющим обстоятельством является 15-миллионный, 25% дефицит преподавателей. Действующие педагоги сами нуждаются в обновлении своих знаний, консервативных взглядов на образование и освоении новых технологий, распространения знаний. Производительность профессора при классно-урочной форме образования увеличивает цифровой разрыв и не соответствует требованиям процессов глобального управления. Необходимая численность аудиторий должна быть увеличена в 1000 и более раз, что в реальном классе невозможно. Современный образовательный контент, талантливый и технологично адаптированный к виртуальной, экспортно-импортной транспортировке, должен отправляться из университетских телестудий через спутниковые телепорты по целевому запросу в любую точку планеты. Стоимость обучения по интернету всегда будет пропорциональна численности пользователей. При массовом обучении, то есть более 100 тысяч человек, она будет в сотни раз превышать стоимость обучения с использованием спутников.
где стоимость пропорционально уменьшается. Это касается богатых США, Европы, а для Африки стоимость интернета в 20 раз дороже. Для высокогорных регионов, где живет почти четверть беднейшего населения планеты, интернет не только не рентабелен, но и недоступен по природно-климатическим, географическим и экономическим условиям. С изменениями ментальных установок общества, образование на всю жизнь, на формулу образования через всю жизнь и с отражением этого принципа в приоритетах политики государств, эффективность его возрастает благодаря вовлечению взрослого населения, а стоимость будет асимптотически стремиться к общедоступному минимуму. Десятилетний опыт работы созданного в России современного гуманитарного университета с собственным спутниковым телепортом продемонстрировал справедливость высказанных мной доводов. Стоимость обучения 165 тысяч студентов с использованием спутниковых технологий $5 на человека в год, а через интернет более $500. Университет с силами 2500 профессоров покрывает более 400 городов учебными центрами в 14 государствах мира, распространение знания по 68 специальностям. Он самый крупный в России и СНГ и четвертый по численности в мире. Его виртуальная аудитория в 4000 раз больше классической аудитории школьной. Его студентам в далеких бедных деревнях и высокогорных поселениях доступно обучение в Кембридже без затрат на выезд из своего села. А ведь именно безграмотность и, как следствие, неконкурентоспособность привели к тому, что сотни миллионов людей живут в полной беспросветной нищете, в малосовместимых с цивилизованной жизнью условиях, а больше 3 миллиардов, больше половины живут на $2 в день. Все они красное сальдо и тяжелая ноша на плечах мирового социума и экономики, а при доступе к образованию ее положительный баланс. Еще недавно образование в высокоразвитой и богатой Германии считалось одним из самых престижных в мировой образовательной системе. Сегодня, по многим объективным качествам, составляющим в мировом рейтинге, Германия попала в нижнюю треть прогрессивной шкалы. Несмотря на наличие старейших школ и университетов с многовековой историей и опытом обучения. Знание на экспорт – вот выдвигаемая нами новая теория успеха. Его социальная и экономическая составляющая, тем более, что знание для человеческого ровным слоем, как масло по хлебу, не размазано. Когда количество безграмотных, неконкурентоспособных людей на Земле превысит критическую массу, они могут похоронить не только спокойствие, но и самоустойчивое развитие человечества в содружестве с научно-исследовательским институтом космических систем и Российской академией космонавтики, следуя консервативной доктрине военного производства, Межгосударственный комитет по распространению знаний и образованию взрослых и Международная ассоциация знания выдвинули идею создания совместно с английской компанией Satellite EduNet Всемирного университета для обеспечения глобального покрытия в интересах взаимного обмена экспорта знаний между ведущими университетами мира. Процесс ментальных изменений – самый сложный и продолжительный процесс в нашей человеческой жизни. Но несмотря на тенденции и стремление людей к возведению, перекраиванию и тяготению к границам, человечество остается единым организмом планеты. Преодолеть эту ментальность поможет молодой остров будущего Всемирный университет. Приглашаю участников верхнеуровневого сегмента экономического и социального совета ООН посетить этот остров будущего. Благодарю вас за внимание.